Ну что, автомобилисты, каждый второй владелец автомобиля может сталкиваться с таким вот непонятным явлением. Что же это такое, я думаю, многим объяснять не приходится. Довольно часто старые автомобили или новые автомобили страдают тем, что появляется на кузове коррозия. На это влияет, конечно же, множество факторов. Но самый главный фактор – это дорожное полотно в наших странах. Как известно, на наших дорогах страдает не только автомобиль и его кузов, но и, конечно же, люди, а точнее их ножки. Но сегодня речь не о дорогах, сегодня речь пойдет о том, как отремонтировать вот такое вот состояние двери. В этом выпуске я хочу поделиться с вами крутым лайфхаком, который поможет убрать вот такую вот ржавчину или коррозию. Но для начала нам нужно избавиться от старого лакокрасочного покрытия. А со всем этим нам нужно избавиться от большого количества ржавчины, поэтому будем использовать вот такой вот лепестковый круг. И вот что в итоге мы с вами имеем. Имеем не просто ржавчину и коррозию, а просто дыры. Также в глубине металла мы видим очень большую ржавчину. Значит, что в этом случае предлагаю я? Берем молоточек и аккуратненько начинаем здесь делать вмятинки. Ну а после работы с молоточком мы сразу видим, где лишний металл, который уже собирается отваливаться. И только после таких процедур мы с вами берем отрезной диск и отрезаем все лишнее. Ну вот как-то так вот получается. Вот такой вот излишки металла дохлого у нас в руках. Ну что ж, теперь вот этот вот внутренний металл нам также нужно вычистить. Ну вот, что, смотрите, не все так плохо, металл есть. Далее обратно используем ВДХу, все это качественно и красивенько заливаем. На помощь ВДХе отправляем средства по удалению ржавчины. Пока средство работает, мы продолжаем делать вмятины, для того, чтобы получилась такая как будто небольшая впадина. Но в перерывчиках не забываем подливать средства. Ну и после того, как наше с вами средство поработало, возьму вот такую вот насадку на шурик и пройдусь еще раз. Смотрите, что из этого получилось. На ржавчину это не похоже, но похоже на какую-то грязь. Затем беру какую-то небольшую тряпку и хорошенечко намачиваю ее растворителем. Как вот это повреждение выглядит теперь. Затем приготавливаем вот такие вот ремвставочки из стеклоткани. Обязательно проклеиваем все лишние детали малярным скотчем. Затем мы берем с вами эпоксидную смолу. Вот какой вид приобретает низ двери. Далее изготавливаем вот такой вот маленький брусочек и под него берем наждачку 80-ку. И вот спустя несколько минут работы мы получаем вот такую вот ровненькую деталь. Также еще один немаловажный момент. Вокруг вот этого вот пятна должны быть хорошие царапины. Поэтому не бойтесь выступать не на поврежденное лакокрасочное покрытие наждачкой. А наоборот, от места повреждения сделайте как можно больше царапин. Теперь берем обезжирку и хорошенечко обезжириваем нашу с вами деталь. Далее берем шпаклевку со стекловолокном, со стеклотканью. И вот какая картина у нас с вами есть от первого нанесения. Что мы с вами видим? А видим то, что все засохло и застыло. Поэтому берем брусочек, который мы здесь уже работали. И точно так же небольшое количество наждачки, 80-очки.
Вытираем примерно до такого состояния. Затем берем немножко обезжирки и обезжириваем всю поверхность, над которой мы уже поработали. Ну а после обезжирки тщательно смотрим, где у нас не хватает шпаклевочки. Обратно берем необходимое количество шпаклевочки и хорошенечко перемешиваем. Где были ямки, наносим крайний раз и очень тоненькими слоями. Берем вот такой вот маленький брусочек относительно зашпаклеванных участков. После того, как мы поработали маленьким брусочком, все выгнали в уровень, берем далее самый первый брусочек, которым мы работали, и все выравниваем. Ну и обезжирил для вас, для того, чтобы вы посмотрели на всю эту красоту и прелесть. А теперь вспоминаем, в каком состоянии у нас была вот здесь дверь. Ужас. Ну если вам все понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч.